Привет, привет, пешеходы. Время 12 ночи. День штурма начинается. Мы сейчас просыпаемся, надеваем на себя всю альпинистскую снарягу и в час выдвигаемся. В данный момент ребята кипятят воду для перекуса. Ну и в принципе потихонечку все начинают подтягиваться сюда к палатке гидов. Теперь по погоде. Дует холодный, но не ледяной ветер. И что самое главное, звезды на небе. Небо ясное и чистое, как мне и хотелось. Одна из плюшек осуществилась. Утеплился в теплый пуховик, пока в режиме ожидания. Пойду я без него, пойду я чисто термуха, флиска желтая и вот эта моя норсфейсская шкура, ветрозащита, штормовка. Хьюстон, у нас проблемы. У Димаса фонарь не загорается. Пытаемся разобраться в последний момент. Еще недавно он работал. И в самый ответственный момент он перестает. Здесь найти причину поломки. Я ищу источник. Хорошо говоришь. Вам лишь бы потыкать. А зачем ты сейчас в лампочку полез? Ну там все нормально. Там все нормально, ищем дальше. Стартуем. У Бродского в стихотворении есть такие строки: солнцем и ветром гонимы идут по земле пилигримы. Ну вот нечто подобное и мы сейчас представляем со стороны. Идем в гору, склоня головы, смотря себе под ноги, перескакивая через камни и вгрызаясь в лед. Такая вот ирония. Трэвис Дэвис в эфире. Неплохо мы сейчас прошли первый пролет, но до ледника еще идти. Как темп? Отлично. Нормально. Высота 3925. Каких-то 100 метров и мы дойдем до ледника. А еще я вам так скажу. Ночное восхождение — это как ночное погружение. Только здесь ты идешь вверх, а под водой ты идешь все время вниз. И ни хрена ты перед собой не видишь, кроме луча фонаря. И если что-то бросается в поле зрения, то только в непосредственной близости. Когда я говорю «дойдем до ледника», это не совсем корректно. Я имею в виду, когда мы дойдем туда, где уже чисто белый лед лежит. А здесь мы идем тоже по леднику. Просто он находится в непосредственной близости к горе, а с нее постоянно осыпаются камни, мелкие камни и песок. И вот сейчас дует ветер, и он разносит по всему этому участку пыль, которой нам приходится дышать. О, ёбушки-воробушки! Мы дошли до места, где одеваем кошки. Ура! А высота 4,40. Кто-то умудряется даже уже и чайку попить горяченького. Так, где мой рюкзак? Ну что, Димас, как тебе? Все супер. 4 километра, нормально? Высота нормально. Супер. Только песок по глазам бьет. Ну, вот веревка. Андрей вяжет узлы для дальнейших связок. Вот таким образом Эндрю наматывает веревку вокруг шеи. Мы разбиваемся на 3 связки. Короче, вся наша палатка. Димасики 2. И Лера с нами. Привет, Лера. Ну что, все собраны, все встегнуты, все готовы приступить ко второй части нашего пути. Ледник наверх. Огонь! Аминь! Вышли на какой-то новый простор. И тут прям конкретно задувает ветрище. Текущая высота 4325. Неплохо мы так скакнули с 450. Пешеходы, у нас первый привал после трещин. Двигаемся слаженно. Наша связка ведущая. Другие связки вот там, если огоньки видно, да. Особо могу сказать. Лерчик, ты молодец. Лерчик танк. Димасик, ты чуть похуже, чем Лерчик. Я решил попить. Ой-ой-ой, не капать.
изотоника. Кислючего, бодрячего, цвета мочи. Все связки в сборе. Вот они мы. Санька присел на задницу, морозит ее. Маш хоть на поджопнике, умничка. Так и передыхаем. Но, ребят, Как самочувствие у всех? Потихоньку вроде нормально. каждый передых, Выключите фонарики. это значит давайте тебе на будет свет. холоднее. Вот. Заглушите фонарики, ребят. Вот сейчас вообще приятный уклон пошел. Пологий пока что. Мы достигли высоты 4517. Вот это место, это Казбекский перевал. За моей спиной сейчас не видно на камеру, но там уже чуть-чуть появляется зарево. На горизонте вот там вот. Как минимум 600 метров отделяют нас от вершины Казбека. Мы утеплились. Верхонки, варежки и пуховики надели, потому что, ну жесть, какой ветер холодный. Поднялись мы на высоту 1780. Жопа жопная, честно скажу. Угол, под которым мы идем, ну, он очень острый. Идем траверсом по нему. Сейчас небольшая вот остановка, потому что, ну, выдохлись реально. Мы уже тянем друг друга, получается, на, ну, веревках. Вот такое сейчас открывается с этой высоты. Ну, пешеходы, вот этот вот рассвет я и хотел встретить. Чем выше, тем лучше. Всю дорогу я иду и думаю, когда же закончится ветер. Ни хренашечки он не заканчивается. Все, вторая связка к нам присоединилась. И третья, по-моему, тоже, да? Ну, не знаю, пока меня горняшка не лупит. Нормально себя чувствую. Ну и ребята тоже все в порядке. Кстати, пешеходы, чтобы вы понимали, по каким углам нам приходится лазить. Вот наши идут. Вот Эндрю стоит. А вот туда нам надо чесать. Ветер хочет нас быстрее сдуть с горы, а мы хотим быстрее туда зайти. Это еще не вершина, это 4902 метра над уровнем. Ну, видите, уровень-то какой. Вон там вообще уже солнце ярчайшее стало. Где наши идут? Обе связки идут. Все три группы в сборе. И вроде как перекус. Вот. Кто где. Ребятки сидят, отдыхают. Ну, я так понимаю, горняшка капитально никого сильно не нахлобучила. Все более-менее держатся бодрячком. Что еще? Получается, вот это малая вершина Казбека. А вот это большая вершина. И вот один человек пошел. Но он не из нашей группы. Он сам по себе. Мы прям наверх. 100 метров с тем-то. Финальная часть. Прям с ледорубами. Ветрище дует. Дышать тяжело. А говорить и дышать еще тяжелее. И идти еще при этом. Вот такой медленной походкой мы шагаем. Вот сейчас тут вообще начнется все лютое. Ух. Встретимся наверху. Внизу целая вереница людей. Охренеть, не встать. На вершине Казбека. Димас, Лера, молодцы, друзья. Это было нелегко. Это было чертовски интересно и сложно. Я знаю, бывает труднее, но
Для меня сегодня это было, наверное, самое лютое, что за этот год точно я испытывал. Спасибо всем, спасибо гидам, Андрею. Он меня затащил сюда. Ну, пешеходы, выходит, что это уже вторая гора пятитысячник в моем послужном списке, на которую я взошел. Я горжусь собой. Ну да, дудку я везде дудю. Не буду я изменять своей традиции. Хочу сделать свои традиционные 360. Вот так вот. Огонь, аминь. Самой высокой вершины Грузии. Попали в небольшую пробку. Мы-то на спуск, а на подъем тоже люди. Им сложнее. Поэтому мы сейчас вот в ожидании. Уже почти спустились, а тут ветерка как бы нету особо, и такой прям кайф. Во-первых, настроение обалденное. Нам все-таки удалось пройти этот путь. Подняться мы поднялись. Посмотрим в следующем году что-то новенькое будет из альпинизма. Собственно, вот мы спустились на ту же самую площадку, седловину. Ну, а тут видно люди, которые поднялись пока до сюда. Вот они ждут, когда дойдут сюда. Ай, народ! Вы смотрите, сколько пухляка! Вот каждый лыжник и сноубордист скажет: я бы здесь катнул. Картинка как будто бы в Антарктиде. Лед отколотый. Хоть сейчас увидишь, где ночью шел и что рядом было. А мы сейчас отдыхаем, греемся на солнышке, ждем нашу третью связку. А вот здесь Казбекский перевал, вот этот вот. А вот туда, там Россеюшка, матушка, Республика Северная Осетия, вот она вот там. Продолжаем наш путь по бескрайним снежным полям. Уставший, но довольный, я возвращаюсь в лагерь. Час назад сбылась главная цель моего 23-го года. Важнее ничего я не планировал. И вышло все обалденно, и даже, я бы сказал, идеально. И ночь выдалась звездная, и небо оказалось ясное, солнечное. Вот, спускаемся в какую красоту! Здесь уже знакомые места, знакомые нам трещины. Вот и закончено наше сегодняшнее приключение. Я остался очень доволен всем. Самой горой, маршрутом, прекраснейшими видами. Из минусов было лишь одно – сильный ветер. А сейчас я просто уставший и хочу спать. Ладно, пешеходы, увидимся.